Всем огромный привет! Меня зовут Алена, и сегодня мы с вами будем делать цифру. Точнее, мы будем делать сами цветы для нашей цифры, но в следующем видео я вам покажу уже окончательный вариант. Моей дочке недавно был день рождения, я, как обычно, все просто-напросто прозевала, не успела, поэтому фотосессию мы делать будем буквально вот на днях. Я вам обязательно покажу все фотографии, покажу вам всю съемку, ну и окончательный вариант моей цифры. А сегодня я вам покажу, как сделать очень простой вариант самих цветов. И на самом деле это первое мое видео, которое я совершенно не знаю, как озвучить. В первую очередь только за счет того, что я не понимаю, как правильно объяснить и как правильно склеить эти цветочки. Вроде бы все просто, а вроде бы в тот же момент думаю, что не совсем так и просто. Поэтому давайте с вами приступим к созданию наших цветочков. Я буду для своей работы использовать очень много цветов. Я их еще не считала, потому что еще до конца их даже и не доделала. Но сколько их понадобится, я уже скажу, когда мы будем делать саму цифру. Вот так мой цветочек выглядит вблизи. Я делала разного размера, с совершенно разным количеством лепестков. Точно так же количество зеленых лепестков я тоже приклеивала на глаз, где 2, где 3, где 4. Это просто для заполнения пустого пространства. А теперь приступаем. Я отрезаю полоску 3,5 см и нарезала я их очень-очень много. Затем я эти полоски нарезала на квадраты, и в итоге у нас получались квадратики размером 3,5 на 3,5 см. Вы, конечно, можете брать размер квадрата любой. Чем больше размер квадрата, тем больше ваш цветочек. Чем меньше, тем меньше. Логично, правда? Складываю наш лепесточек вдвое и вырезаю свои любимые круглые лепестки. У меня, наверное, все цветы состоят из таких лепестков. Нам понадобится фольга. Серединку для цветочка делаю именно из фольги, потому что это бюджетный вариант и он легкий. Делаю шарик диаметром приблизительно 2-2,5 см. Для листиков я использую отрезки бумаги 1,5 на 4 см, 2 на 4, 4,5, приблизительно все одинаковые, все равно вырезаю на глаз. И делаю форму лепесточка. Затем я выбираю любую сторону и растягиваю. После этого у нас получается красивый маленький лепесток. Ну и теперь к самому цветочку. Приклеиваем наш кусочек бумаги к шарику и начинаем приклеивать лепестки. Если вам неудобно работать просто с самой заготовкой, с нашим шариком, вы можете его приклеить на зубочистку, на шпажку или на проволоку и уже по окончанию работы просто ее срезать. Или если вы будете делать свою розочку на ножке и ставить ее в букет или, допустим, в вазу, то ножку можно не обрезать. Вы снизу закроете пустое пространство чашелистиком. Приклеиваю 2 лепестка. Наношу клей я только снизу. И хорошенечко растягиваю по краям, чтобы наши лепестки сверху образовали бутон. И уже после этого делаем все остальные лепестки. И уже после того, как мы сделали серединку, начинаем приклеивать все оставшиеся лепестки. Точно так же наношу клей снизу и приклеиваю по кругу, не делая никаких рядов, просто один за другим. За счет того, что у нас наша основа в форме шарика, когда мы приклеиваем лепестки, наши лепестки постепенно начинают приклеиваться все ниже и ниже.
Сверху, конечно, я стараюсь выставлять лепестки на одном уровне, но это особо не получается. Лепесточки постепенно сходят вниз, тем самым наш цветочек начинает раскрываться. И вот поэтому я и говорю, что я не совсем понимаю, как правильно это все объяснить. Я думаю, что на видео вы посмотрите, как я клею лепестки, где я их прижимаю, и вам будет более понятно. Для этого цветочка я использовала 13 лепестков. После того, как я приклеила все лепестки, также цветочек можно и немного растянуть. Мы его тогда уже более раскрываем. Количество лепестков на каждый цветочек вы можете выбирать сами, делая маленькие бутоны, цветы побольше. Я думаю, когда в композиции есть цветы разных размеров, композиция смотрится более интересной, чем когда в ней одни и те же цветочки, и они одного и того же размера. Потом я приклеиваю свои листики, где 2, где 1, где 3, и на этом мой цветочек готов для того, чтобы его использовать в дальнейшей работе. Сейчас видно, что снизу у нас осталась фольга. Я ее до конца не заклеивала, но если вы будете делать на ножке, то вы это место просто заклеите чашелистиком. Ну а так как я буду приклеивать свои цветы на плоскую основу, мне не важно, есть там бумага или я буду приклеивать просто на фольгу. Но если вам понравилось, вы хотите видеть окончательную цифру, которую я буду делать в следующем видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, а также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео на моем канале. Пока-пока!